Всем привет! Сегодня мы с вами разберем одну очень важную тему — настоящую азбуку безопасности. Узнаем, как быть сильными и смелыми, а главное, как оставаться в безопасности, даже когда природа решает показать свой характер. Ну что, давайте начнем. Вы только подумайте, земля, вода, воздух и огонь — это же наши большие друзья. Земля дает нам урожай, вода утоляет жажду, без воздуха мы не можем дышать, а огонь греет нас. Но иногда эти добрые силы могут как бы рассердиться. Земля начинает дрожать, и случается землетрясение, вода выходит из берегов, и вот вам наводнение, воздух превращается в мощный ураган, а огонь — в страшный пожар. Вот такие моменты, когда наши друзья стихии показывают свою огромную силу, ученые называют природными катаклизмами. Звучит немного страшно, правда? Но на самом деле, если знать, что делать, можно защитить и себя, и тех, кто рядом. Именно этим мы сейчас и займемся. Будем учиться правилам. Итак, переходим к первому блоку наших правил. Поговорим о том, что же делать, когда сердится земля и огонь. Это очень-очень важная информация, так что слушайте внимательно. Представьте себе, вдруг пол под ногами начинает качаться, стены дрожат. Что это? Землетрясение? Что же делать в такой момент? Паниковать? Нет, нужно знать несколько простых правил. Если землетрясение застало в помещении, неважно в школе или дома, самое главное — не выбегайте на улицу, пока толчки не прекратятся. Это очень опасно. Что же делать? Быстро ищем крепкий стол и прячемся под ним. Он защитит от всего, что может упасть сверху. Если стола поблизости нет, то нужно встать у внутренней стены. Они в доме самые крепкие. Ну и, конечно, держимся подальше от окон. Стекло может разбиться. А что, если все случилось на улице? Тут правило прямо противоположное. Нужно найти как можно более открытое место, например, центр площади или полянку в парке. Отойдите подальше от зданий, высоких деревьев и особенно от проводов. Так на вас точно ничего не упадет. Теперь давайте поговорим об огне. Он наш друг, пока находится под контролем, но если он вырывается на свободу, начинается пожар. Это очень опасно. Давайте разберемся, какие правила помогут нам быть в безопасности. Если вы почувствовали запах дыма или увидели огонь, действовать нужно быстро, но без паники. Немедленно идем к выходу. Очень важно прикрыть рот и нос любой тканью, можно даже рукавом одежды. Это защитит от едкого дыма. А вот это правило нужно запомнить раз и навсегда, как таблица умножения. При пожаре лифт может стать ловушкой. Он может отключиться, застрять между этажами. Поэтому никогда, слышите, никогда не пользуемся лифтом во время пожара. Только лестница. Ну и, конечно, лучший способ справиться с пожаром — это вообще его не допустить, правда ведь? Никогда не играйте со спичками и зажигалками. Это не игрушки. А если вы со взрослыми на природе, помните, что костер нельзя оставлять без присмотра ни на одну секундочку. Отлично, с землей и огнем разобрались. Теперь давайте перейдем к следующим стихиям — воде и воздуху. Они тоже бывают очень могучими, и нам нужно знать, как себя вести. Представьте, что воды становится все больше и больше. Она заливает улицы, подходит к домам. Это наводнение. Главное правило тут очень простое. Вода всегда течет вниз, а значит, нам нужно двигаться, правильно, наверх. Ищем самое высокое место — крышу, холм, верхние этажи здания, забираемся туда и спокойно ждем помощи спасателей. А что, если поднялся ураган? Это такой очень-очень сильный ветер. Тут, как и при землетрясении, самое безопасное место внутри здания. Нужно плотно закрыть все окна и двери и держаться от стекол подальше. Сильный ветер может их разбить. Так, мы с вами разобрали целых 4 стихии. Правила разные, но все очень важные. А как вы думаете, есть ли одно самое-самое главное правило, которое работает всегда, в любой непонятной ситуации? И вот оно, наше золотое правило. Не паниковать и слушать взрослых. Паника — это наш главный враг. Она мешает нам думать и правильно действовать. А взрослые, родители, учителя, спасатели, они знают, что нужно делать, и всегда помогут. Так что спокойствие и доверие взрослым — это и есть наша главная сила. И знаете, безопасность важна не только во время ураганов, она важна каждый день, даже дома. И правила тут совсем простые. Никогда не трогаем оголенные провода. Не пользуемся сломанными розетками или приборами. И самое главное, если что-то кажется странным или опасным, сразу зовем на помощь взрослых. Ну вот и все. Наша азбука безопасности подошла к концу. Теперь вы знаете, как себя вести в самых разных ситуациях. Помните, знание этих правил — это настоящая суперсила.
Она делает вас сильнее и помогает защитить не только себя, но и тех, кто рядом. Будьте внимательны и берегите себя.